вами канал «Творчество для всей семьи». Сегодня я покажу, как необычным способом можно задекорировать бутылку. Посмотрите это видео до конца, и вы увидите, что у меня получилось. Бутылку буду декорировать в технике терра. В этой технике используются различные природные материалы: шишки, веточки, семена деревьев, сухоцветы, камушки, скорлупа от орехов, можно различные крупы. Я смешала примерно 3 ложки сухой шпаклевки, 3 ложки клея ПВА и 2 ложки белой краски, которая у меня осталась от ремонта. И все это разбавила на глаз водой. Веточки кипариса у меня свежие. Их необходимо как бы запечатать в шпаклевку. Это видео снято в рамках проекта «Хоровод ремесленников». В конце вы увидите работы других участников проекта. В раствор шпаклевки окунаю и другие растения. Пока они сохнут, я займусь бутылкой. Бутылку обезжириваю ацетоном. И грунтую все той же белой акриловой краской, которая осталась от стен. Вот такие сеточки флористы обычно используют, когда заворачивают букеты. Я вырезала кусочек из такой сетки. Под эту сеточку наношу шпаклевку довольно тонким слоем, примерно 1–1,5 мм. Шпаклевка подойдет любая, она должна быть довольно густой. Прижимаю сетку и вдавливаю ее в шпаклевку. Наношу толстый слой шпаклевки 3 мм. Вдавливаю в шпаклевку древесную кору и как следует ее прижимаю. Сухие травинки и веточки как следует притапливаю в шпаклевке. Иногда даже необходимо кончики немного как бы закопать в шпаклевке. Для шишечек и объемных плодов добавляю дополнительный слой шпаклевки. Шпаклевка довольно быстро сохнет, поэтому сначала делаю один участок и только затем перехожу на следующий. Очень хорошо смотрятся вот эти семена или плоды. Я не знаю, что это за дерево.
скорлупки заполняю внутри дополнительно шпаклевкой. Для создания дополнительной текстуры можно открытые участки посыпать песком. Я посыпала крупной солью. Для горлышка бутылки развела сухую шпаклевку и нанесла ее кистью. Посыпала крупной солью. А крышечку я задекорировала веревкой от джута. Заготовка полностью просохла, и я приступаю к окраске. Сухой мягкой кисточкой смахиваю крупинки соли, которые не приклеились. И закрашиваю соль белой акриловой краской. Также окрашиваю пробку. Беру синюю акриловую краску с очень большим количеством воды. Окрашиваю неплотно. Стараюсь окрасить так, чтобы краска протекла в основном в нижний слой. Спонжем выделяю всю текстуру. Окрашиваю очень небольшим количеством краски, фактически сухим спонжем. Работу в технике Terra можно покрыть лаком, но только без блеска, матовым лаком. Получилось красиво, но, на мой взгляд, композиция несколько перегружена. Я увлеклась и перестаралась. В особенности задняя сторона бутылки. Напишите, какая сторона вам понравилась больше. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком. Огромное спасибо за ваши дружеские комментарии и поддержку каналу. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А сейчас посмотрите еще несколько идей декора бутылки других участников проекта. Ссылки под видео.